данный ролик не в прямом эфире. Сегодня поговорим о такой вот плитке, которую я пытался сделать из 70 сортов глины, получается. Данная плитка у меня все никак не получалась, но сейчас обо всем, так сказать, пойдем по порядку. Дождемся сейчас, когда зайдут ребята, так сказать. Вот такая вот шикарная просто паста. Я даже не думал, что, если честно, мне как-то понравится, не понравится паста. Я ее что-то делал, так как я же часто снимаю ролики с шипением и так далее. То есть пасты достаточно вот много получается, да, то есть здесь ее сколько, килограмм 5, наверное, получится. И, соответственно, это все собирается, куда мне это все деть, кроме как сделать какую-то пасту. Вот я попробовал сделать пасту. Сначала сделал чисто из Туркестана пасту. Она мне понравилась, ну, так, средне, так сказать. Я бы сказал, даже не понравилась, наверное. По вкусу что-то интересное было, но что-то было не то. Да, ребят, прямой эфир, как всегда, будет сохранен. Всем еще раз привет. И я решил, что же сделать. У меня сейчас, во-первых, хорошая новость для любителей, именно, как сказать, ассорти. Сейчас в ассорти входит более 70 сортов. И это как мел, так и глина в том числе. И суть в чем? Здесь, получается, у меня находится около примерно 10 сортов глины. Это, получается, Туркестан коричневый, Туркестан плитки, классик, белый. В общем, вроде бы все Туркестаны добавил, кроме серого, потому что он такой с солинкой, мне он не понравился. И потом уже я решил добавить мел, думаю, ну а что же интересно получится. В итоге я добавляю мел. В мелу у меня на данный момент в ассорти находится около 60 сортов. Я еще плюсом ко всему туда высыпал очень дофига всякой разной глины. И поэтому ассорти сейчас просто классно. Поэтому для тех ребят, кто очень любит именно ассорти, можете перейти по ссылке в описании прямого эфира и, соответственно, сделать заказ на него, да. Ну, мне понравилось. В общем, после того, как я добавил сюда мелок, ассорти вот это, да, крошку, прям стало очень вкусненько. Давайте попробую. Это что-то очень насыщенное и классное. А еще я это прям эту взял штучку, чтобы все это прям в мелочь, ну, убрать, да, эту всю кашицу. Здесь прям меловая кашица именно была. Я что сделал? Для немножко, так скажем, остринки, да, я добавил сюда уральскую глину, потому что я это все дело мочил именно в кипятке. Кипяток, конечно же, все это дело распарил очень сильно до именно кашицы. Но уральская глина, как мы с вами знаем, она идет жаростойкая, огнеупорная, да, и поэтому 100-градусную температуру даже кипяченой воды ее, соответственно, не берет. Поэтому, когда я ее сюда добавил, вот они, кусочки уральской глины, и смешал это все. Это небольшой шарм добавила в данную пасту. Вот так вот она выглядит. Здесь еще три сорта. Север, песочный сорт, возможно, атаман и сорт Орео. Ну, просто ради интереса. Но паста мне в этот раз даже понравилась. И что более интересно, я хотел сделать, очень долго старался сделать из нее плитку, как типа шоколада, там все ролики, да, снимают. Я сначала добавил 70% глины, 30% мела, трескается. Добавил 50/50, трескается. Добавил больше мела, трескается. В общем, я не знаю, мне кажется, скорее всего, плитка вообще не получится. Вот, в общем, поближе покажу. Мне кажется, нереально сделать так, чтобы при сушке, я как в духовке пытался, ну, высушить ее, так и получается просто на подоконнике, но это очень долго, это 3 дня она сушится. Не получается, трескается в любом случае. В общем, я думаю, здесь уже не в зависимости от консистенции, да, сколько чему я добавлю. В любом случае, думаю, треснет она. Поэтому это очень жаль, конечно. Ну вот, что у меня в итоге вышло. Пишите свое мнение, как вообще реально сделать такую плитку. Или лучше не заморачиваться, потому что что-то как-то так себе выходит. Основная масса здесь чувствуется
что-то какое-то будто пыльное послевкусие, несмотря на то, что здесь как бы именно паста, да, влажная. Также я сюда добавил такие сорта, как тюменский, святик, то есть твердый, чтобы они до конца не растворились. И это тоже какой-то шарм добавила, потому что хруст небольшой все-таки присутствует. Сильнее всего, думаю, хрустит уральская, так как она вообще нисколечки не расплавилась. Но тем не менее, это сорт пудра. Немножко в пасте была, так промокла. Что-то я не подумал, что тут целый стакан. Благо тарелка стоит возле меня, и вода никак не помешает. Привет, как вам Тунгыш-Тарас? Ну, скажу честно, я его просто один из сортов попробовал. Есть те, которые мне понравились цвета, есть те, которые не понравились. Но прямо распробовать еще, чтобы такого не было. Поэтому вот ролик будет через один Туркестан. Остался один Туркестан у меня заснять. И Тунгыш-Тарас буду описывать. Привет всем еще раз. Сколько лет кушаю? Ну, лет, наверное, с 7. Север? Ну, плюс-минус, как и Белая гора, довольно интересный сорт в сухом, если из сухих именно выбирать. Много глины глотаешь. Ну, сказать честно, если я, допустим, снимаю сейчас Туркестан, да, он мне уже самому поднадоел, но я хочу доснять уже все Туркестаны, чтобы уйти от него. Могу сказать так, даже вот уральская, она мне очень сильно понравилась, но вот так вот без ролика я ее кушать не буду. То есть попадется там кусочек, попробую, все. А мело я могу и кушать, кушать и кушать, и без роликов и так далее. Поэтому я не такой большой любитель глины. То есть сейчас действительно на канале очень много глины идет. Не только потому, что сейчас идет именно Туркестан, а их 7 сортов в наличии. Поэтому приходится снимать весь. Ну, по крайней мере, мне так хочется заснять именно его весь. Вот такое вот мое мнение. Давайте покажу вам как-нибудь поближе. Вот так вот это все выглядит. Влажноватое, местами есть еле-еле капельки прям водички, но в основном все-таки это уже такая густая масса. Нет, мой единственный самый вкусный кусочек оказался в Туркестане. Из этого, думаю, может быть, раз не получается сделать плитку, ну, может, сделаю что-то типа вот конфеты эти Рафаэлло, да? Что-то типа ее, оно как раз такое все, так сказать, на острие, как объяснить-то лучше, да? И идеально получится просто вот такая Рафаэлка. Ну, в принципе, почему нет? Потому что плитка, думаю, не получится. Гемоглобин не проверял. Долго ли делал эту смесь? Ну, как сказать долго. После последнего ролика с Туркестаном у меня много осталось, в принципе, со всех Туркестанов в этой массы сказать, да, именно пасты. Поэтому я все это дело смешал, добавил еще разных глин, отдельно добавил крошку ассорти. То есть это буквально за день я сделал. Потом оно стояло, сохло. Я все старался сделать эту штучку, плитку, да, из этой пасты. Не получалось. Потом перемешивал, добавлял больше мела. В итоге так и не получилось, потому что трескается. Мне кажется, сейчас она еще сильнее досохнет, и трещина станет гораздо глубже. То есть до этого, допустим,
Ой, когда была чисто паста, паста идет как? То есть я ее заложил, да, она начинает высыхать, начинает трескаться, трещины такие обширные, большие, широкие, да. Добавляю мело, трещины становятся намного меньше, но их становится очень много. Поэтому здесь тоже не угадаешь. Мне кажется, и оно и не получится никак сделать. Вот как я делал эти батончики из мела, там как бы ничего не трескается, потому что, во-первых, это мел, во-вторых, оно все такое как объемное было. Не пластинка ровная, да, поэтому, думаю, не получится сделать плитку. Есть у меня проблемы со здоровьем, но если именно связанные с мелом, то, как и у всех, думаю, может там живот покрутить и так далее в те моменты, когда прям переедаю. А так, в основном, я бы не сказал. Доставка есть в Казахстан? Да, доставка есть по всему миру, но, опять же, в Казахстан есть доставка и за 300 рублей, и за 250 рублей. Но смотря куда в Казахстан, даже, я бы сказал, в Россию я могу заставить вам и за 99 рублей, и за 199 рублей. Если у вас такой вообще прям поселок, где кроме почты действительно ни Сбербанка, там вообще ничего нету, да, то все зависит от количества. То есть, если вы закажете большой объем, то это будет, думаю, стоить в районе 1000, потому что Почта России берет хорошо стоимость, плюс у них упаковка еще своя, поэтому как бы да, в зависимости от того, где именно. То некоторые тоже пишут, вот в такую-то область сколько будет стоить доставка, но я же не знаю, ребят, в какой вы город заказываете или поселок. Красная киргизская глина есть у меня в наличии. Именно такого сорта не припоминаю. Но скоро сниму ролик. У меня просто где-то, ну вот такая, наверное, глыба лежит мела, говорю, глины Юпитер. Интересно будет заснять обзор. Там действительно такая громадная просто глыба. И поэтому интересно было бы это сделать. Как на вкус главное творение? Приобретает ли какой-то конкретный вкус? Как это все сочетается? Делали вы подобное сочетание снова? Ну, я бы это снова не сделал, потому что я не любитель особо глины. Но что здесь преобладает? Ну, в конечном итоге, когда я пробовал больше глины, меньше глины, больше мела, меньше мела добавлять, в итоге, я думаю, здесь глины чуть побольше. И она преобладает. Я бы это в конечном итоге назвал как бы глиномелом, да, так как и то примерно по 50%. И в плане вот то, что здесь есть очень твердые сорта, которые не растворились, здесь есть уральская, я бы это предпочел ближе к какому-то такому глиномелу искушению. Но здесь прям пыльные нотки, даже в мокром, вот этом влажном виде, передаются отчетливо именно пыльные, меловые и классического вкуса глины. Поэтому мне, в общем, понравилось. Но я бы на разок такое попробовал. Это как с фильмами. Есть те, которые хотелось бы каждый раз пересматривать, что-то типа Гарри Поттера, да, раз в год, грубо говоря. А есть что-то такое, вроде бы оно и вау, но на второй раз оно не тянет. Но опять же, я не любитель глины, поэтому сложно в этом плане рассуждать с моей точки зрения. Вы ели канцелярский мел в детстве? Да, в принципе, в детстве, именно прям в детстве, да, когда только начинал его кушать, я ел классические, здоровые такие бруски школьного мела, потому что он на тот момент в школе у нас был. Потом уже я перешел в другую школу, и там был именно уже, в принципе, везде тогда уже начался вот этот мел, канцелярский, химия. Поэтому, да, именно вот этот альгель, который продается в большинстве канцеляриях, я его ел около 2 лет. Север. Будто и звездку ешь.
Но это неплохо. В нем именно этого прям классно чувствуется. Ощущается, я бы сказал. Казахстан, город Алматы, я так понимаю, все еще насчет доставки. Вообще всю эту информацию можете узнать в описании. Есть ссылка на группу ВКонтакте и WhatsApp, где оформляется заказ. Но так как я помню примерно, сколько туда стоит доставка, то в районе 280 к вам будет стоить доставка. Необычно пробовал. Ну, сейчас уже такое не ем. Ну, наверное, года 4 или 5 назад ел еще кирпичи. Прям обычные строительные кирпичи. Ну, прям не кирпичами, да, а кусочками, вот этими обломками. Прям почему-то вот мне не безумно нравились. По-моему, вам глина не очень нравится. Ну, как я, в принципе, только что и сказал. Вы фанат мела, когда вы едите мел, у вас на лице удовольствие. Когда глина, то нет. Когда глина, оно такое смешанное чувство. Я пытаюсь понять, что это. Это будто что-то такое новое. Как и вот в данном случае. Я думаю, я даже если бы искушение то же самое вот так растопил пастой, да. Да, вот, наверное, в этом еще дело, то, что пасты мне тоже не особо нравится. Но ради чистоты, так сказать, эксперимента попробовать разок можно. Блин, я вот как и сказал в предыдущих роликах, мне вот пару кусочков пришло прям один в один, попались в этот раз вот стеклянный, какой он должен был быть. Но последние месяца стеклянный приходит какой-то непонятный вообще глиномел. И в чем суть? Я как смог расколол этот, блин, кусочек и закинул сюда. И сейчас, когда они попадают, такое чувство, будто реально какой-то кирпич просто попадается, и переживать бы его. Ели голубую узбечку, какая она на вкус. Я ее пробовал, она сейчас есть в ассортименте. Обзор я еще на нее не снимал, но пробовал. Но она соленая. Она одна из самых тяжелых глин. То есть, допустим, если вы заказываете глину Актобе, вроде бы правильно так, да, то там пластик такой здоровенький у вас будет, потому что глина ничего не весит. Но если вы заказываете голубую узбечку, ее придет вам мало, если брать размер, допустим, килограмм, да. Она очень тяжелая. Выглядит она как, допустим, если с мелом сравнить, песчанка, то есть камушки такие идут. И что еще интересно, она соленая, но я ее прям вообще еле-еле попробовал, поэтому более конкретного описания сказать не могу. Как здоровье, гемоглобин, сколько у вас, его не мерил. Пробуйте, пожалуйста, лунный, и делайте описание. Да, он в том числе есть сейчас в наличии, но опять же не могу все сразу добавить. Допустим, тунгыш-тарас, я сейчас его добавил, но немножко уже об этом пожалел, потому что в основном, когда я заказываю новые сорта, я их не выкладываю в группу на продажу, да, потому что их, как те люди, которые хотят попробовать что-то новое, так и те люди, которые знают, что это такое и хотят просто у меня его заказать, он быстро очень кончается. Так у меня многие сорта просто разлетаются, капец как. Поэтому я вот выложил сейчас тунгыш-тарас, и осталось уже пару пачек, хотя заказывал довольно немаленький объем. Но для тебя, для ролика оставил, потому что знаю, что на днях я буду снимать этот тунгыш-тарас уже мега просушенный, поэтому как-то так. Что вы скажете про вчерашний обзор по ссылке от вас блогера? Да, насчет этого я сниму отдельный ролик. Как много слов, но как без этого? Какой вкус у звездки? Ну, я не знаю, как объяснить, какой вкус у звездки. Ну и звездка даже, наверное, такая горьковатая какая-то идет. А здесь именно пыльный привкус, без вот этой вот горечи. Кстати, про обзор, кто вот вопрос задал, насчет посылки, я опять же ответил там в комментариях, поэтому если вам прям очень интересно, можете зайти туда прочесть. Вообще, да, именно относительно этого ролика я сниму обзор. Или этого обзора сниму ролик. Почему не люблю глины? Ну и я не знаю, как бы. Это то же самое, вот я люблю, допустим, сухие сорта, жирные сорта, глиномелы уже люблю не сильно, и не все.
Я люблю глиномелы Святик, горный, потому что они преобладают мелом, нежели глиной, да? А все, что уходит дальше, намного жирнее, вот мне это не нравится. То есть жирные сорта, полужирные такие, как Святик горный, ну, в плане полужирные глиномелы, да? И сухой мел, да. Песочный тоже не сильно люблю. Вот это, кстати, он. По поводу формата роликов, в принципе, на канале, да? Когда-то я снимал чисто описание. Оно заходило. Но когда стало все больше аудитории, я уже вижу, что заходит больше. То есть я начал, вы просили СМР формат, я снимал СМР. Вам стало много СМР, и вы просили описание. Но заходило все еще СМР формат. Он набирал в 2 раза как минимум больше просмотров. Поэтому я снимал СМР. Вижу, все, стало падать просмотры на СМР. Буквально, наверное, вот после того, как начали просить, через месяц, через два, ну, через месяц, наверное, начали падать уже просмотры на СМР, и вам больше стало заходить описание. Я снимаю заново описание. Как перестанет нравиться описание, как вы его перестанете смотреть, так сразу же будет СМР формат в большей степени возвращен. Поэтому, ребят, что вы больше смотрите, что вы больше потребляете, то я вам и даю. Поэтому как-то так. Здоровый бруский мел в школе — это который мел пищевой, как пищевой, но пищевого мела не существует. При отломе в месте, где разломал, все практически гладко, как у пищевого, из туды отпиленного. Поэтому не совсем вас понял. Сделайте ролик с красной киргизкой, расскажите, какая она на вкус. Очень ее хвалят. Потом я никак не могу к вам в контакт попасть. Я дружбу как дела. Как вам написать? Хочу узнать цены. Ну, в контакт нужно добавляться не ко мне на личную страничку, а страничка прикреплена в описании на группу. Отправка заказа также. Отправляю я все заказы в течение 3 дней после оплаты. Соответственно, это все идет по мере оплаты очереди, да. То есть я могу вашу посылку отправить на первый день, могу задержаться, отправить на 4. То есть, ну, пока что стараюсь до 3 дней все отправлять. А у вас есть голубая узбечская? Да, она в наличии. Можно побольше хруста. Блин, у меня мел еще закончился. Поэтому вот оно как-то так. Не понимаю, что здесь хрустит. Уральская или же мел. Для меня все-таки, наверное, именно жирно это все. По поводу нечищенного мела, опять же, я же сказал, сниму ролик отдельный. Сделайте видео супер влажный мел и посмотрим, сколько просмотров задержит. Супер влажный мел, прям так и назвать, я так понимаю, да? Ну хорошо, но я думаю, с пиленным более это все залетит. Почему бы вам не начать писать на бумажке название сорта, но не в пакетиках маркером? Смотрела распаковку, женщина у вас покупала, сказала нечищенный и разочаровалась. Дело в том, что вот опять же вы задаете здесь вопрос, но если там отнестись более внимательно, то я там полностью ответил, да, по поводу данного происшествия небольшого, так скажем, да. Я раньше всегда подписывал на бумажки и клал внутрь. Потом в основном все стали писать то, что лучше подписывать просто сверху маркером. Я стал подписывать сверху маркером, и мне стали писать, лучше клади бумажку. Ну, типа, непонятно, как лучше, но сейчас нашел некий компромисс, просто подписывать нужно ниже, не вместе именно скрепления пакета, да. И это самое такое идеальное решение.
Ну, жирнючее это, конечно, все. Что у меня здесь получилось? И просохло ли это вообще все? Сейчас мы с вами это узнаем. Это не вредно, но если это вопрос, то вредно. Поэтому я бы, конечно, если вы его не кушаете или не кушаете в таком объеме, не советовал его употреблять. Но хотя с какой-то стороны плитка получилась, но вот видите, она напополам распалась. И насколько смог весь вот этот вот мелок схватиться, точнее глина, мел, кстати, не знаю, видно или нет, наверное, нет, но прям видно внутри кусочки мела, они такие белые. Но я не знаю, насколько он будет крепкий, когда просохнет этот кусок. Он еще не до конца просох, потому что, ну, мне кажется, все конкретно в щепке просто растрескается и лопнет. Ну, посмотрим. Все-таки сделаю, наверное, Рафаэлло. Оставляем пока это тут. Жду вашей посылочки в сланцы. Жалко, что генерала Ватутина нет в брусочках. Да, то есть в основном, как происходит, что я снимаю, то и раскупаю. То есть, допустим, про Тунгуш-Тарас какие-то слухи пошли, да, что он есть в наличии, а потом я еще в группу его закинул, то есть Тунгуш-Тарас разобрали практически полностью сразу. По несколько пачек каждого сорта осталось пока что. И также вот пропиленный. Я его сейчас оптом заказал, огромное действительно количество. На данный момент его вообще в лед разобрали. Вот на днях должен прийти новое поступление. Буквально вот последние заказы еле как дособирую на них. И, соответственно, буду ждать нового поступления. Давно идет прямой эфир? 27 минут. У вас татушка опять на другой руке. В чем секрет? Ну, секрет в том, что когда-то я снимаю на переднюю камеру, то есть прямой эфир, возможно, фиксируется так, а когда снимаю на основную камеру, и, соответственно, из-за этого где-то идет переворот просто картинки. О, ничего себе, ложечка, да? Мощная. Ну что у меня перестал фокусироваться? Опять же, вот такое прям месиво я долго кушать не могу, потому что это, ну, действительно очень прям жирно. А я с собой все-таки кусочки мела брал, поэтому как-то так. Что кушаю? Ну, вот это я не кушаю. Это плитка, которая не доведена еще до конца. Здесь около 70 сортов мелой глины. На вкус паста, еще раз, именно что-то глиномелое искушение схоже получилось. Потому что вот также вот этот вот уральская и твердые сорта мела, которые здесь присутствуют, которые не растворились, они довольно-таки напоминают вот эту вот остатки, крупинку после искушения, когда его кушаешь. Вы знаете Марту Рива? Ну, вы про нее уже много раз писали, поэтому получается, так или иначе знаю, да? Просто, ну, мне интересно смотреть других мелоежек. Такое бывает, когда, допустим, вы там мне в комментариях пишете, вот, такой-то человек, у него там такой-то ролик, или, допустим, если это как-то связано со мной, либо же, если там какой-то интересный сорт, вот, типа, посмотрите, хотела бы ваше мнение узнать, то я могу ради интереса зайти и посмотреть. А так, в целом, нет, что-то тут схожее на большой кусок мела. Буду искать мел в пасти. В Пакистане, блин, вот эти еще всякие, как сказать, ворсинки попадаются. Это для меня тоже все-таки небольшой минус. Но это именно Туркестана минус. Вы любите больше в брусках пиленый или кусковой? Я пиленый обожаю, люблю песчанку. Да, песчанка мне тоже очень сильно нравится. И пиленый, наверное,
тоже я предпочитаю больше. Но иногда, когда что-то ты кушаешь долго, оно все равно поднадоедает, и даже кусковой чем-то интересен становится. В этот раз подождите. Солнышко сегодня, конечно, слепит конкретно. Что у нас вот здесь? А здесь у нас сорт тюменский. Хоть он и приходит в последние разы примерно процентов 70 от того, что должно быть, потому что с небольшой песочностью. Вообще для другого ролика это все лежало. Это уже не важно. Блин, думал, это святик. Это Белая гора. Там просто у меня сорта лежали для ролика другого. Я определенные подбирал. Как вам Орео? Ну, Орео это что-то типа Васильполья, Волоконовка, Ватутина. Жирный сорт. Один из любимых. Ладно, надеюсь, сейчас мне повезет. Мне попадет. Блин, по-любому опять это не святик. Да. А из тюменского я, видимо, взял многовато. Самое плохое, что может произойти, это то, что я вообще не взял святик. Такой жирный сорт, который один из любимых. Давайте дальше. Ладно, уж что. Посмотрел. Покажу вам то, что хотел в следующем ролике. Угадайте, что же это будет за сорт глины. Что будет делать с пастой? Ну, как бы эта паста появилась из роликов с шипением. Сейчас я из нее сделал пасту разного, так скажем, калибра, да. А теперь я думаю сделать большой комок такой, типа Рафаэлки. Все это подсохнет и сниму ролик с этим. Дальше куда это все пойдет, не знаю, потому что жалко, потому что очень-очень большое количество. Давайте попробуйте угадать, что это. Колется именно вот этот вот вид, сорт, на пластинке. Пыльно очень откусывается. Прям как шоколад, кстати. Здесь вот у него есть вот такая вот микросхема, которая появилась после чистки. Она не после чистки, а после колки. Потому что когда колка производится, он раскалывается, и внутри иногда у него попадаются именно веточки такие.
Нет, на уральскую не совсем похоже. Залипает немного сорт. Сказать честно, чем-то схож вот с этим. Нет, на Туркестан белый он не похож, твердоват. Теперь ответ. Это, да, Туркестан плитки. Но вот мало же мне было того, что я сижу ем пасту, причем съел уже ее огромное количество. Так теперь еще и достал, в принципе, глину. Пробуйте угадать следующий сорт. Он тоже небольшого количества, потом я достану огромную глыбу, вы офигеете. Это что такое? В общем, на вид как-то вот так. Мел даже еще немножко. По весу примерно как и тот брусок весит. Я уже знаю, что это за сорт. И по одному, так скажем, по одной подсказке можно сразу же понять, что это за сорт. Очень огнеупорный, жаростойкий, не... или точнее колется в воде. В общем, давайте свои предположения, что же это может быть. Бинго. Да, это уральская. Последний. Я постараюсь, конечно, достать. Господи. Как вам такой размер? Маленький, да? Кусман просто. Громадный. Давайте пока что без моего, так скажем, без моих подсказок. Как думаете, что же это за сорт? Это глина. Такая подсказочка будет. Вес. Вот здесь будет уже подсказка. Если мы, допустим, берем такой же кусок, ну, предположим, пусть будет уральская глина или Туркестан, то есть я сразу даю подсказку, что это не обе эти глины, по причине того, что кусок бы весил очень-очень много. Прям он тяжелый бы был. В данной ситуации же этот кусок довольно легкий. Весит примерно, я думаю, ну, в раза 3, наверное, меньше предыдущих названных глин. Так, Актобе вариант, Астана первый вариант. Но Астана первая, она все-таки, кстати, в пасте присутствует. Она ближе по весу к уральской, к Туркестану. Да, это глина Актобе. Актобе. Как хотите. Так пусть будет. Но кусок действительно здоровый. Прям так аккуратненько откусилась. Так опять что тут на столе происходит. Я обязательно сделаю фотку и сделаю запись на ютубе, чтобы показать, что тут было на прямом эфире. Напа вроде в этот раз особо не накрошил. Если мел хоть по структуре похож на уральскую. Ну, я не встречал такой мел. Потому что все-таки она прям действительно из своей жаростойкости по структуре это прям что-то очень мощное. По поводу каких-либо вопросов, на которые я не отвечаю, варианты следующие моих неответов. Для меня не актуален этот вопрос.
Вы не первый человек, кто задал этот вопрос, это второй вариант. И третий вариант, я на него уже отвечал. Тюменский не очень интересен в данной ситуации. Хочется что-то в Оре, в Васильполе. Вот такое вот покушать. Есть белый слон один в один, как Уралка, только еще тверже. Ну, белый слон подвисло искушение, все примерно из одного отряда. Но я вам скажу, если вы зальете водой, вы не получите той структуры, которую имеет уральская глина. Плюс при хрусте она все-таки довольно хорошо держит хруст и крупинку. А там, так как это все-таки глиномел, уходит довольно намного быстрее в кашицу. Хотя и да, на первый откус уральская намного легче откусывается, чем, допустим, белый слон. Но, опять же, все-таки, ну, лично я не могу их сравнить. Чистая, конечно, капец. Этого особо не видно. Ну, Тюменский это, конечно, хорошо. Васильполе бы сейчас было лучше. 3 любимых сортов мела. Ну, пусть будет то же самое Васильполье. Тюменский любимый, но на протяжении долгого времени много я его сейчас уже не ем. Святик в том числе. И чтобы еще, ну, Белая гора, наверное, вот как раз жирный, глиномел и сухой сорт. Ну, также я тюменский еще упомянул. Относительно песочный, хотя это опять же не песочный сорт, но приходит сейчас в последнее время такой. По поводу ваших вопросов, на которые на некоторые не отвечалось, конкретно я ответил, что я упомяну все это в ролике, но там будет ролик на конкретную тематику про чистку мела. Вот. На что бы я хотел ответить? Когда даже человек, снявший обзор, да, он как бы вроде все там, и все понимают, да, что такое пересорт и как они попадаются. Но я не понимаю вас, ребят, которые пишут то, что как так, вы там допускаете пересорт. Ну, а как вы себе это представляете? Ладно, допустим, хотя нет, даже это не могу предположить. То есть мне пришло там тонна мела, да? Вы хотите, чтобы я попробовал полностью каждый кусочек? И, допустим, вот этот вот откусанный отправил вам. Допустим, вы заказали Белую гору, да? Сухая, классический вкус, один из самых классических сухих вкусов. И вы хотите, чтобы вам приехал, я так понимаю, именно откусанный кусок. Потому что очень частый случай, это когда бывает не просто пересор, да, допустим, вместо сухого он песочный, или вместо сухого он вообще жирный, это еще жестче. Но это прям очень редко бывает. Бывает еще следующий момент, половина тебе придет сухого, половина тебе придет песочного. И это сорт Белая гора. И вы хотите, я так понимаю, чтобы я попробовал полностью, допустим, у меня сколько?
ну, 30 килограмм этого именно сорта находится в наличии, и вы хотите, чтобы я каждый кусочек попробовал, и вот так вот вам, допустим, 2 килограмма наложил этих откусанных кусочков. Ну, это же нелогично. Если я заказал от поставщика, мне такое пришло, ну, так или иначе в поставщиках своих я уверен, и в том, что они кладут на свое, так сказать, мышление просто, да, вот этот сорт положу, я думаю, такого не происходит. Поэтому если есть какой-то пересорт или несоответствие сорта, да, то, скорее всего, это происходит только по причине того, что сейчас горная порода идет именно так. Это природа. И здесь какого-то вот четкого такого прям, как сказать, графика, да, когда вот тебе приходит точный сорт по описанию, а когда вот он тебе придет, блин, какой-нибудь другой, это никто вам подсказать не сможет, к сожалению. Когда я ела глюконат кальция, у меня со временем начинало горло болеть. Как будто дерет. Было ли у вас подобное с обычным мелом? Нет, кстати, с мелом никогда не было. Наверное, из-за того, что я еще кушаю мел, у меня никогда за всю жизнь, может быть, раза 4 изжога было. Это то, максимум. Тюменского сорта много не бывает, но не в данном случае. Перекушал я его уже. Всем еще раз привет, кто недавно зашел. На вопрос, кушает ли у меня брат все еще мел. Да, он кушает, но в небольшом количестве, я так понимаю. Может, давненько он мне его не просил. Что самое забавное, сегодня я не хотел кушать мел. Самый вопрос такой, который вы часто задаете, какой мел самый часто покупаемый, самый ходовой, будь это мел или клина. Да, кашлянуть в меловую руку не лучшая идея. Так вот, что я понял для себя. Самый часто продаваемый сорт мела или самый популярный, или самый ходовой мела или глины, неважно, это тот, на который я снимаю обзор. То есть большинство людей все-таки приходят с Ютуба, и поэтому любители того или иного сорта какого-то найдутся всегда. И поэтому, когда я снимаю обзор, человек сразу видит, ага, вот это то, что, допустим, мне как раз-таки нужно. Весь этот народ, весь заходит в группу для оформления заказа. Поэтому в основном это тот сорт мела или глины, который я недавно описал или выпустил с ним ролик.
Что ж, на такой приятной ноте я предлагаю заканчивать эфир на октябре. Всем спасибо, что смотрели прямой эфир. Скоро выпущу ролик, связанный вот с этими 3 глинами. Правда, теперь надо подумать, как это сделать, потому что задумка была одна, а теперь, когда я назвал все названия, теперь уже сделать это немножко сложно. Поэтому ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях, и совсем скоро мы с вами увидимся на глине Туркестан, последний сорт будет. И также, соответственно, уже Тунгыш Тарас пойдет, который, как вы, так и я, уже очень даже ждем. В общем, не прощаемся, скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр.